Сегодня поделюсь рецептом очень вкусного торта. Торт называется пломбир, готовится быстро и просто, буквально тает во рту, а по вкусу как всеми любимое мороженое пломбир. Обязательно приготовьте, это не торт, а настоящее чудо. Всем привет! Вы на канале Готовим дома, с вами Олеся. И по традиции, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы нас смотрите. Подписчиков на канале с каждым днем становится все больше. Я рада каждому из вас и очень хочу познакомиться поближе. Для торта мне понадобятся вот такие продукты. Вы легко сможете все купить в ближайшем магазине. Беру кастрюльку и наливаю 250 мл воды. Добавляю сюда же маленькую щепотку соли. Видите, соли я беру совсем чуть-чуть. Сюда же отправляю 120 грамм сливочного масла. Ставлю на плиту и довожу до кипения. Мы сейчас с вами готовим заварное тесто. Поэтому, когда масло растворится, а жидкость вот так бурно закипит, я всыпаю 150 грамм муки. Обратите внимание, что всю порцию муки я добавляю за один раз. Быстренько беру деревянную ложку или лопатку и вот так интенсивно перемешиваю и завариваю воду с маслом и мукой. Посмотрите, тесто собралось в комок. Я подержу его на огне еще буквально минутку, немного подсушу, вот так перекатывая и разминая тесто по дну кастрюли. Огонь сделайте небольшой, чтобы тесто не подгорало. И когда на дне кастрюли образуется тонкая пленочка теста, тесто готово. Снимаю кастрюлю с огня и перекладываю тесто в миску. Тесту нужно дать немного остыть, буквально 5 минут, потому что сейчас мы будем добавлять в него яйца. Всего для этого количества теста нам понадобится 4 или 5 яиц. Если яйца крупные, будет достаточно 4 яйца, а если мелкие, берем 5 или даже 6 штук. Когда будем добавлять яйца в тесто, по его консистенции мы определим, сколько яиц будет достаточно. Можно просто разбивать по одному яйцу в тесто и каждый раз хорошо перемешивать, а я люблю сразу разбить яйца и смешать их в отдельной миске, просто буду добавлять их в тесто небольшими порциями. Итак, тесто уже немного остыло. Для замешивания я воспользуюсь комбайном с вот такой насадкой, но можно замесить тесто вручную, просто перемешивая деревянной ложкой или лопаточкой. Теперь понемногу вливаю в тесто яйца, или просто, как я уже говорила, разбиваю по одному яйцу и каждый раз хорошо перемешиваю. Главная задача – хорошо смешать тесто с яйцом, чтобы оно стало однородным. И готовность проверяю вот таким способом. Ложкой или лопаточкой набираю порцию теста и даю ему стечь с лопатки. Когда тесто стекает вот такой широкой лентой в виде язычка, яиц уже достаточно, больше добавлять не нужно, а заварное тесто полностью готово. Теперь делю тесто на две части, из этого количества мы испечем с вами 2 коржа. Выкладываю в форму и равномерно распределяю по дну формы. Размер моей формы 24 на 26 сантиметров. Вы можете выпекать коржи в обыкновенной круглой разъемной форме для выпечки. И если у вас есть две формы одинакового размера, выпекайте сразу одновременно 2 коржа. Так получится гораздо быстрее и проще. Тесто в форме можно распределять ложкой или прямо руками. Смачиваю руки водой и делаю вот такие волны. Во время выпечки тесто поднимется и запечется в виде таких красивых волн, то есть рисунок сохранится. Духовку я уже заранее разогрела, температура духовки 200 градусов Цельсия. Выпекаю корж сначала 20 минут, затем уменьшаю температуру до 150 градусов Цельсия и досушиваю корж еще 15 минут. При таком способе выпечки заварные коржи пропекутся просто идеально. То есть сначала нам нужно дать заварному тесту зарумяниться при более высокой температуре, а затем досушить его при более низкой температуре. Тогда корж прекрасно просушится, не опадет и получится просто идеальным. Итак, из этого количества теста я испекла 2 таких коржа. Только посмотрите, какие красивые волны получились. Готовый торт будет смотреться просто потрясающе, его можно будет даже не украшать. Этот знаменитый на весь мир торт также называется Карпатка. Его так назвали в честь Карпатских гор, и поэтому волнистые коржи как раз символизируют Карпатские горы. И пока остывают коржи, я приготовлю крем для торта. В кастрюльку насыпаю 200 грамм сахара,
Обязательно добавлю ванильный сахар для аромата, чайную ложечку, а можно и 2. Аромат ванили в готовом креме будет просто потрясающий. Как раз за счет ванили готовый крем будет напоминать по вкусу мороженое пломбир. Сюда же отправляю 60 грамм крахмала и 60 грамм муки. Перемешаю. Добавляем в крем 3 яйца, или вместо 3 яиц можно добавить 5 или 6 яичных желтков. У меня желтки как раз остались от предыдущего рецепта, поэтому, чтобы ничего не пропадало, я добавлю в крем желтки. И потихоньку тоненькой струйкой вливаю молоко. Всего нам понадобится 800 мл молока, вливаю его небольшими порциями и каждый раз хорошо перемешиваю. При таком способе крем получается гладкий, однородный и без комочков. Ставлю крем на плиту и, постоянно помешивая, довожу до кипения. Когда крем закипит, даю ему покипеть буквально 1 минутку. И благодаря этому маленькому секретику в готовом креме не будет привкуса муки или крахмала. Крем получится очень вкусным. В процессе варки крем хорошо загустеет, а после остывания он станет совсем густым. Не только ложка в креме будет стоять, но и можно будет ножом нарезать. Это очень вкусный заварной ванильный крем, просто пальчики оближешь. Крем уже готов, и ему нужно дать полностью остыть, прежде чем добавлять в крем масло. Я беру 250 грамм сливочного масла, посмотрите, какое оно мягенькое, и отправляю взбиваться в чашу миксера. Взбиваю масло буквально 1 минутку и постепенно небольшими порциями добавляю в масло остывший заварной крем. Обратите внимание, очень важно, крем должен остыть до комнатной температуры, не нужно убирать его в холодильник, иначе при смешивании сливочного масла с заварным кремом, если будут слишком разные температуры, крем может расслоиться. Поэтому еще раз обратите внимание, заварной крем должен быть комнатной температуры. Добавляю примерно по 2 столовых ложки крема за раз и продолжаю взбивать. Итак, я добавила в масло весь заварной крем, и посмотрите, какой красивый и гладенький крем получился. Не переживайте, что крем еще довольно жидкий, за счет сливочного масла, а также муки и крахмала. После холодильника крем станет плотным и стабильным, причем безо всякого желатина. Теперь все готово, осталось только собрать торт. Кладу 1 корж в форму, а сверху на корж выкладываю крем. Я положила половину крема, и мне захотелось добавить в тортик немного свежести. У меня здесь где-то грамм 300 клубники. Выкладываю ее на крем, получится очень вкусно. Вместо клубники можете положить любые другие ягоды или фрукты. Очень вкусно получится с малиной, вишней, можно добавить кусочки персиков или попробовать с бананами. Вы можете положить все, что вы любите, любые фрукты. В любом сочетании получится очень-очень вкусно. Сверху я выложила оставшийся крем и теперь накрываю торт вторым коржом. Немного прижимаю. Торт уже практически готов. Осталось убрать его в холодильник минимум на 6 часов, а лучше оставить на ночь, чтобы крем хорошо схватился. Приготовь, поделись, подпишись. Я только что достала торт из холодильника. Посмотрите, крем уже хорошо схватился и отлично держит форму. Торт и правда очень красиво смотрится. Большой плюс этого торта в том, что его совсем не нужно украшать, а можно просто слегка посыпать сахарной пудрой. А вам нравится торт, друзья? Если понравился, тогда напишите в комментариях «Хочу торт», я буду очень рада. Тортик получился такой нежный и вкусный, просто пальчики оближешь. Еще этот торт сравниваю с большим эклером. Нежное заварное тесто и много вкусного заварного крема. Такое ощущение, что ешь эклер или мороженое пломбир в вафельных стаканчиках. Торт просто тает во рту,
вкусно, как в детстве, друзья. А с клубникой и другими ягодами или фруктами сочетание получается просто бомбическое. Обязательно приготовьте, я вас уверяю, что вы полюбите этот торт, и этот рецепт станет вашим любимым. Вы его еще не раз приготовите для своей семьи, а также сможете удивить этой вкуснятиной ваших гостей. Чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Готовится торт очень быстро, а съедается моментально. Если возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях. И если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. Новые видео выходят на нашем канале 2 раза в неделю. Я желаю вам приятного аппетита, легкого приготовления и вкусного тортика. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!